Привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Как не отравлять себе жизнь вредоносными мыслями? Поможет нам разобраться с этим вопросом Ханне Брурсон, известный клинический психолог, преподаватель Института психологии Университета Осло. Откуда у человека появляются вредоносные мысли? Ханне Брурсон называет две основные причины. Внимание человека может быть сконцентрировано на негативных событиях, лицах, словах и интерпретация того, что видит человек. Ведь даже для позитивных событий, лиц и слов можно найти негативную трактовку. Прежде чем переходить к активному противоборству мыслевирусам, Ханне Брурсон рекомендует их идентифицировать. Вредоносную мысль можно определить по трем критериям. Первый. Мыслевирусы отгораживают человека от настоящего тревогой о прошлом или будущем. Этим критерием обладают мысли из серии «надо было сделать по-другому» и мыслевирус перфекционизма. Должно произойти что-то ужасное, и мыслевирус надвигающейся катастрофы. Неприятности вероятны, значит произойдут со мной. И а что если вирус? Я в беде, и сейчас найду этому доказательство. И мыслевирус таящейся опасности. Черная кошка перешла дорогу, жду несчастья. И суевирус. Они считают меня ненормальным. И мыслевирус чтения мыслей. Это катастрофа. И мыслевирус преувеличения. Вечно у меня так. И мыслевирус обобщения. Все понятно. Неприятности грозят именно мне. И ясно как день вирус. А вдруг не получится? И мыслевирус сложного чувства. Все увидят пятно на моей кофте. И я центр вселенной вирус. Нельзя сделать что-то наполовину. И мыслевирус черно-белого мышления. Мне просто повезло, а вообще я не умею. И наговаривающий мыслевирус. Итак, первый признак вредоносных мыслей – это тревоги о прошлом и будущем. Второй признак мыслевирусов – физиологическая реакция стресса. Если вы представите себе лимон и попытаетесь вспомнить его вкус и запах, скорее всего, эти воспоминания будут сопровождать слюноотделение. Также, если человек вспоминает яркий промах, то его сопровождают напряжение мышц, учащенное сердцебиение и дыхание и тому подобное. Третий признак вредоносных мыслей – они подрывают самооценку. Если человек размышляет о чем-то плохом, то это вызывает целую серию воспоминаний с подобными впечатлениями. От мыслевирусов усиливается общее чувство подавленности. Что же делать, если нас атакует вредоносная мысль? Например, мыслевирус перфекционизма. Надо было сделать по-другому. Попытайтесь сбалансировать негативные вредоносные мысли позитивными. А что было сделано так, как надо? А что было сделано лучше, чем требовалось? Даже если абсолютно все нужно делать по-другому, как можно использовать это в качестве урока? Мыслевирус перфекционизма обсуждается во многих книгах. Только из тех, что уже обозревали на канале, вспоминаются «7 навыков высокоэффективных людей» и «Игра престолов» и «Психология». При любом мыслевирусе всегда можно вступить с ним в полемику и добавить позитивных интерпретаций. Еще один вариант реакции на мыслевирусы – игнорирование. Попытайтесь просто принять ситуацию. Равнодушие вместо, например, страха поможет просто свести на нет зацикленность на негативной ситуации. Человек может нейтрализовать мыслевирусы, отвлекая себя посторонними действиями. Это может быть переключение на уборку, спорт, готовку, просмотр веселого видео и тому подобное. Ханне Брурсон отмечает, что отвлечение за счет действий – самый мощный прием из всех вышеперечисленных. Один из самых сложных, но истребляющих сам мыслевирус приемов Ханне Брурсон называет контроль за мыслями. Если вы обнаружили вредоносную мысль, то вы можете связать ее с приятной мыслью. Среди возможных позитивных мыслей, в качестве примера, Ханне Брурсон упоминает мысли о котятах, сочных мандаринах, заразительном смехе или же о пляжном зонтике на белоснежном песке побережья. Сначала это будет делать сложно, но вы можете развить автоматизм переключения мыслевирусов на приятные мысли. Книга «Мыслевирусы. Как не отравлять себе жизнь вредоносными мыслями» короткая и не содержит лишней информации. Только описание мыслевирусов, приемов противодействия им, антипример и пример. Все это легко укладывается в час чтения. Канал «Читаем для вас» однозначно рекомендует книгу, если вы цените соотношение пользы к затраченному времени на чтение. И не рекомендует, если за цену вы хотите получить много букв. Получить скидку на покупку вы можете, пройдя по ссылке, указанной в первом комментарии к видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях. А как вы боретесь с мыслевирусами? Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, ссылки на которые вы найдете в первом комментарии к видео. И до новых обзоров!